тяжелая, я его еле поднимаю. Давай. В избушку с ночевкой. В первую очередь, конечно, растопить печь надо. Это главное. Потому что сегодня, вот прям днем, минус 10 на улице, с сильнейшим ветром. Это прям таки будет испытание сегодня для избушки. Поэтому в первую очередь печь, пока тут тепло наберется, тогда можно будет погулять на улице, там птичек покормить, пока тут уже будет нагреваться жилье для меня. Потому что не сразу же нагревается, не моментально, поэтому надо время для этого. О, длинные ветки помещаются, отлично. Но близко к дверке лучше не ложить. Поэтому я стараюсь туда подальше, иначе дверка вся закопченная становится, ничего не видно. Так, опа. Дрова замороженные, они влажные и замерзли, друг к другу даже прилипли. Так, пока мне освещение не включало, ничего, пока только фонарь на лбу. Опа. Синички меня ждут, там щебечут, ждут меня, когда я им там все вынесу. Так, давай, начинаешь. Вальс открываем, там ветрище на улице, ого-го. Отрезаю 2 кусочка полизолок, даже 3 уже, где натрезала. Это щели вокруг двери будут закрываться. Ну, правда, без крепежа, но будут закрываться. Так сказать, сегодня слишком сильный ветер. На улице метель. Сейчас пойду все это снимать, кормить птиц. Но для начала надо все законопатить. Все. Еще кусочек полизола на разные минуты. Ну, тут вверху есть небольшая щель. Я просто ее буду так раз и внизу. Ну, это когда я сюда уже зайду окончательно. Я просто вот так сделаю, и все, и не будет никаких щелей, будет все замечательно. Ой, тут еще одна щель. А так, в принципе, сейчас покажу. Довольно неплохо притянута дверь. Ой, какой свет ужасный. Довольно неплохо притянута дверь, но щель все-таки остается небольшая. Тоже ее надо. И тогда я тут зайду и буду уже в тепле. Вышла, а тут прям метель-метель. А я буду сейчас с птичкам, фазаном. Ну, правда, фазаном засыпят, но они прям при мне тут прибегают, не стесняются меня. Вот это дым идет. О, а тут уже тепло. Печь горит, пока я там бегала, снимала. Единственное,
Ну, я уже заходила, чайник я забыла. Поставила его пустой. Зашла, тут такая вонища. Сейчас проверю, как он пережил это дело. Так, закрываю двери на 2 засова. Вот это метель там, класс, я об этом мечтала. Сейчас посижу немножко здесь. Пойду снова. Да, засовы какие. О, все закрыла. Фух. Ну, сразу тепло, даже с щелями. Это мне нравится. Жить можно здесь. Пока тут у меня завал. Все надо сейчас прибрать немножечко. Посидеть, прийти в себя. И расслабиться. Я просто сейчас ношусь как безумная. Ракурсы снимать, кормить, все делать. Ух ты, там снега мне тут не было. Так, ух ты. Просто много сразу дел, и хочется все сразу делать, поэтому я туда-сюда, туда-сюда. Кстати, тут тоже все заделала. Не выходит теперь тепло. Это хорошо. Включаем нашу гирляндочку. Это очень классное освещение. Вот так вот. Что мы не включились? Ага, все, включились. Фу. О, вот сегодня я буду в окно смотреть прям все время. Очень быстро нагрелась. Вот я растопила печь. Ну, да, пар еще идет, но уже мне тепло без куртки. Буквально полчаса прошло. Это с учетом, что щели там в двери остались. Ну, сейчас я их немножко заделала получше. На улице метелище. Я в восторге. Я просто как счастливый щенок бегала сейчас по этому снегу. Жаль, некому меня со стороны снимать, потому что я просто в восторге по этому снегу. Туда-сюда, избушку с одной стороны, с другой стороны. Мне все кажется нереально красивым, сказочным. И все это надо срочно снимать. Вот. Ой, счастье прям полные штаны. Кому какое счастье нужно? Вот мне такое. Так, что у нас тут? Печурочка. Прям вообще. О, сегодня вообще классно. Никакой обратной тяги. А то в плохую погоду бывает. В хорошую вот нету. Так. Бревнышко побольше идет. Подувало так сильно не надо сегодня открывать. Горит очень хорошо. Так. Ну, надо немножко вот это разгрести. Тут я спальники принесла. Тут у меня камеры валяются. Места ж не так много. И не знаю, куда что это укладывать. Так, я тут шторку принесла. Буду шторку подшивать. Снег раскидала по кровати. Вот. Это снег я зря раскидала. Я сегодня только завтракала, а сейчас глубоко за обед. Поэтому срочно готовлю что-нибудь, что голодная очень. Хочу приготовить мясо с грибами, с овощами в горшочке. Так что сейчас быстренько все накрошу. Такой кусочек, как всегда, курочки у меня грудка. Такое самое нежирное мясо. Я жирное не люблю, признаться. Так, на дно пойдет мясо. Потом картошечка. Все можно крошить крупными достаточно кусками. Мелкими не надо. Так, лучок. Главное не засматриваться в окно, а то я все время в окно да в окно. Так можно и пальцы отрезать. Такое простое. Сейчас проверю заодно, как оно в этой печи горшочек себя поведет. Как он будет там себя чувствовать. Где там морковочка? Вот она, морковочка. Ее тоже крупненько. Опа. Не, вы слышите, какой грохот на улице? По крыше. Метель. Прям сильная метель.
Ну, как сильная, бывает и сильнее, но для нас это очень даже приличная метель. Это редкость. Так, грибочки. Все те же шампиньончики. Самый такой простой и популярный гриб для зимы. Идеально. Летом-то, конечно, я собираю что-то свое. Какие-то грибочки. О, уже все. Считай, полный. Второй гриб, наверное, и не поместится. Но я попытаюсь хотя бы половинку еще поместить. Горшочек, много продуктов не идет. Все, сейчас сразу посолим на глаз. О, сливочное масло забыла. Еще хотела сливочное масло. Ну ладно, только подсолнечное будет. Так. И заливаем водичкой. Как завывает. Вот так, в уголок. И посмотрим, что из этого получится. Жарко тут. В печи, конечно, очень жарко. Ну и совсем такое умиротворяющее занятие. Это подшивание шторки вручную. Не стала дома это делать, время тратить. Все равно здесь тоже надо чем-то заниматься. Просто сейчас зашью, чтобы не распускалось, чтобы можно было проволочку продеть, повесить. Горшочек, наверное, уже час там стоит. Я заглядывала, кипит очень бурно. Очень бурно. Прям удобно. Я ж не в дрова там кладу, он же там с краешку. В принципе, далеко от дров и при этом в жаре в таком очень мощном. Пока фольгой заделывала вокруг печи, так жарко мне было. Там, конечно, по-хорошему, конечно, фольгой надо было заделывать до того, как печь разожгу. Хотелось просто быстрее тепла. Поэтому начала все с печи, хотя понимала, что будет неудобно потом фольгой. Но справилась. Справилась. На улице все тот же ветер. Причем забавно то, что каждый раз, как выхожу на улицу, фазан взлетает. То есть стоит мне в хижину зайти, ну как классно сыпет. Стоит мне в хижину зайти, сразу фазаны набегают. Только я выйду, они улетают. Только я зайду, они опять набегают. Там фотолушка стоит, но ее снегом заносит. Я уже ее раз почистила, но думаю, это ненадолго. Так что вряд ли. Ну, что-то, может, снимет, успеет. Надеюсь, что-то снимет.
Может, даже снимет, как они взлетают. Хотя это вряд ли. Ну, посмотрим. Продать не будем. Шторки, возможно, потом куплю другие, более колоритные. Но это то, что дома было. Это вот старая шторка дома валялась. Я ее приспособила. А так, конечно, по-хорошему, что-то в таком народном стиле. Из натуральных материалов было бы здорово. Может, потом что-нибудь приобрету такое. Если увижу где-нибудь. Надеюсь, все тут готово. Очень долго он стоял. Опа. Смотрим, что здесь. Думаю, все готово. Теперь надо долить масло, засыпать сыром и дать постоять. А он прям булькает еще. Так. Маслица. Сырок. Накрываем, пускай сыр расплавится. И потом будем кушать. Голодная. Чайник уже закипал несколько раз. О. Но я так попробую. Много бульончика в этот раз. Я думала, прям выкипит сильно. Нет, не выкипала. Да, картошечка мягенькая. А мы так вот отольем бульончик. Получился, в общем-то, супчик. Я думала, более густой получится. Нет, супчик. Ну, даже хорошо. О, самый сильный вкус — это вкус грибов, шампиньонов. Какой насыщенный вкус. Ну, наверное, всем приятного аппетита. Трапезничаю. Ну и вы со мной, кто хочет есть. Отъела немножко этого супчика, но не до конца все-таки приготовлено. Поэтому поставила опять в печь, пускай еще там часа 2 стоит. Будет мне на ужин. А я попью чай с зефиром в шоколаде, глядя в окно. Не знаю, чем я тут занималась. Вроде ничем особенным. Вот фольгу сделала, шторку зашила. И бегала, все снимала. То синиц, то пургу, то еще что-нибудь. И все, уже темнеет. Ну все, вторая шторочка.
Ну, эту оставлю закрытой, а то обзорное окно оставлю открытой. Когда сюда шла, думала, приду, как начну работать, циновочки плести внутри. А побегала, поснимала, понаблюдала за синицами, поготовила, то да сё. И как-то желание циновки плести пропало. Что-то неохота. Я думаю, мороз будет значительно сильнее, чем минус 10. Но померить я его не смогу, потому что опять... Короче, дома батареек нет нормальных. Ставим старые, а оно... Дома показывает, работает, сюда прихожу, не работает. Не. Ну ладно. То есть дома только Жеку попрошу посмотреть температуру. И сказать, сколько же было этой ночью. Кстати, о ночи. Бывает, смотрю каких-то блогеров. Довольно много. Вот нравится, там, я смотрю один фильм, второй, там, третий, несколько дней подряд. А потом происходит такое чудо. Мне этот блогер снится во сне. Уже столько блогеров мне во сне переснилось. Просто вот очень много. Причем и мужчины, и женщины, и девушки. Вот, ну, какого блогера смотрю, тот и снится. А иногда, правда, неожиданно какой-нибудь блогер снится. Как бы я и не ожидаю. Раз и приснился. К чему бы, непонятно. И сюжеты такие бывают прям очень интересные. Вообще мне очень яркие сны снятся. Такие сложные, яркие, сюжетные. Но утром я их, конечно, еще помню. Рассказываю часто Жеке свои сны. Мне очень нравится запоминать сны и рассказывать. Но все-таки сны, на них память как-то работает по-другому. То есть обычные события из жизни запоминаются хорошо. А вот сны ты утром вроде помнишь, до обеда помнишь. А к вечеру уже и забываешь. Или на следующее утро уже не помнишь. Ну, или там самые яркие сны, может... Да, вот, например, помните, я вам рассказывала сон про Ди Каприо, мне приснился в лесу. Этот сон я до сих пор помню. Потому что я его, наверное, записала, перерассказала, и поэтому я его запомнила. А так, если его не записать, сон, не пересказать, то забываются. Хотя там во снах как бы живешь, иногда кажется очень реальной жизнью, там читаешь что-то и снимаешь видео. Вот, кстати, я часто во снах пытаюсь снять видео, и часто во снах я не могу его снять. Камера барахлит, фокус не наводится, ну что-нибудь, какие-то проблемы вечно. Вот, и я пытаюсь снять. Часто мне во снах снится какое-то там животное или еще что-то, или какой-то там супер-пупер момент, который я думаю, о, вот это надо снять, это будет такой фильм, так для зрителям понравится, что просто не передать. А снять не могу. А потом просыпаюсь, вообще понимаю, что это был сон, и я бы по-любому не смогла бы донести до вас этот кадр. Ну к чему я вообще тему снов подняла? Вот мне снятся часто какие-то блогеры, ну и не блогеры, разные люди. После просмотра вот каких-то фильмов мне снятся люди. И вопрос к вам. А кому-нибудь я снилась? Вот мне интересно. Напишите, если кому-то я вдруг снилась. Тоже какой-то сон, сюжет. В общем, напишите, мне интересно. Спасибо всем, кто начал подписывать комментарии именами там. Владимир, Ирина, Людмила. И даже пишите города. Мне очень интересно. Интересно просто, с каких стран меня смотрят. Очень интересно. Так вот, шла сюда, хотела доплетать стену. Ну, что-то набегалась. И совершенно неохота мне ничего плести. Может, конечно, еще захочу, но пока что-то не хочу. Хочется просто вот с вами пообщаться. Потом побегу на улицу снимать ночные
кадры в темноте, метели, все такое. А потом уже законопачу дверь окончательно. Думаю, что это за звук? А это в горшочке кипит. Такой звук. Фу, сейчас походила, поснимала. Руки так замерзли, что ужас. Пошла что-то без варежек по-быстрому. Ой, руки окоченели. Зачем я это сделала? Бегала, снимала там так красиво, так красиво. Не знаю, не могу насладиться, насытиться. Не хватает мне. Я уже и замерзла, все равно бегаю, снимаю по сугробам. Ручки мои, ручки. Так, думаю, пора штопку закрыть. Помахать, чтобы она не касалась печи. Как же классно над печкой. Шикарно. Ну что, думаю, теперь горшочек точно полностью приготовился. Тогда он, конечно, уже был съедобен, но все-таки недостаточно готовый. Лучше, когда все разваристо. О, все, дыма нет. Хотя вначале было. Обратная тяга. Сейчас уже нет. Сейчас все куда нужно. Оп. Что там? У меня все в камерах. Все посвящено съемке. Ой, блин, схватилась. Кто ж так хватает, Таня? Это ж кошмар. Не бережешь ты себя совсем. Так взять и из печи горшок схватить. Да. О. Вкуснятинку сейчас поем. И с вами пообщаюсь еще немножко. Фильмы посмотрю и баиньки. А что еще делать? О, да, теперь вот классно. Картошечка вообще мягенькая. Приятного аппетита всем второй раз. Ой. Ленивый способ помыть посудку горячей водой. Ой, очень горячей водой. Даже пускай остывает. Ну, еще одну зефирку съем. Я их взяла всего 5 штук. 2 на завтра оставлю. Мою посуду горячей водой. В общем, как помните, в этот пакет я еду. Кстати, здесь семечки для синиц, пшеница для фазанов. И я тут оставляла. Пришла. Да, все-таки бегают мыши по веревочкам прекрасно. В пакете семечки существенно подъедены. Поэтому вот в корзинку и в другое место. Ну, опять же, на той же веревочке, то есть опять же может прибежать. Тут надежда только на то, что не сразу обнаружит. Все-таки новое место. Жаль, крючочки закончились, поэтому я привязываю корзинку. Завтра придется отвязывать. Здесь посуда. Здесь еда. Ну, пронаблюдаем за поведением мышей. Конечно, подвешено неудобно. В дверь выходить не очень. Но я не планирую выходить ночью. Даже приготовила ночной горшок. Уж простите за такую подробность. Ну, чтобы не выбегать, вот эта дверь не открывать, вот это не убирать полизол. Тут я щель закрыла полизолом, и убирать его каждый раз неохота. 2 засова у меня. Никто даже не ворвется. Это только дверь выламывать. Ну, собственно говоря, пока не было таких примеров, чтобы кто-то сюда рвался. Ну все,
Я наелась, напилась, мне очень тепло. Горячей еды наелась. Вверху стою, опять тепло тут. У двери пощупала. Явных прям сквозняков нету. Это было самое слабое место. Я все так позаделала полизолом. Но это так, временный вариант. Потом когда-нибудь доведу до ума это дело. Ну, пока для этой ночевки пойдет. Шторки закрыла. Печка горит. Сейчас подсыплю дровишек крупнее. И можно с вами пообщаться, да фильмы смотреть, да спать. Что делать-то? Один засов. Второй засов. Видите, там вот оставила немножко щель одну, чтобы кислород заходил сюда. Дверь прям вот все полизолом заделана. Тут еда, посуда. Ну, посмотрим. Там у меня еще мясо на завтра. Думаю, готовить завтрак. Так, все это. В камине тоже все закрыто, чтобы тепло не уходило в трубу, так сказать. Ну все. Вот такой уют с печкой. Ох, какой чурбак хочу туда заложить. Главное не обжечься, пока я его закладываю. Ух, он тяжелый, я его еле поднимаю. Давай. Потом буду его проталкивать туда. Ой, коснулась все-таки рукой. Вот так. Все. Поддувальце открываем, пускай разгорается. Кстати, еще к вам один вопрос. Пишите в комментариях, нравится ли вам вот эта моя болтология, которую я затеяла, которую я завела буквально в последних 3 роликах подряд. Я болтаю с вами на разные темы. Если нравится, то можете даже какие-то вопросы мне задавать, чтобы я там поотвечала вам на вопросы вот во время таких выходов в избушку. Сейчас, правда, мне уже нравится называть это строение не избушка из камыша, а травяной домик. Трансформация такая происходит. Вначале я называла это строение хижина, потом изба из камыша, ранг поднялся, теперь травяной домик. То ли еще будет, мало ли, может еще что-то как-то перестрою, дострою, еще какое-то название родится в голове. В общем, пишите, интересна ли вам моя болтология, все эти мои размышления. И такой момент. Я иногда именно в своих разговорах с вами поднимаю темы каких-то комментариев. Беру какой-то комментарий и на основе этого комментария задаю вам вопросы и развиваю тему. Вот пишите, стоит ли вообще обсуждать какие-то комментарии, особенно яркие какие-то. Как правило, есть очень яркие позитивные комментарии. Но, как водится, в мире людей позитивное меньше как-то обсуждается. Позитивное это хорошо, и там все да, хорошо, и как бы обсуждать нечего. А когда что-то такое нехорошее напишут, как бы вроде обсуждать есть чего. Хотя мне такие позитивные комментарии писали, ну, наверное, они слишком личные, хотя они в открытом доступе опубликованы, но как-то я так кратко расскажу, там была выражена благодарность мне, оказывается, я повлияла своими видео в сложный жизненный момент, я повлияла как бы на жизнь человека и придала силы своими видео. Это было неожиданно получить такой комментарий, это очень приятно. Такой комментарий окрыляет, и сразу думаешь, да, прям надо трудиться, надо снимать, надо стараться. Раз такой эффект есть, значит надо делать. И тут еще такой момент. Еще на заре моей блогерской деятельности... кстати, ребята,
А ведь моему каналу уже 8 лет. Какой ужас. 8 лет я горю ютубом, вот уже 3-й год дзеном, вот этим видеоблогингом. Меня эта тема очень зацепила, мне хочется этим заниматься. Это такое мега ведение каналов, на самом деле это такое много ветвей у этого направления, много уровней, много ответвлений, даже не знаю, как сказать. То есть ведение канала, именно видеоканала на ютубе, на дзене, где бы то ни было, тут настолько много всего нужно уметь, знать, пробовать, как-то расти, как-то стараться сделать еще лучше, расти над собой. Дело в том, что до ютуба, до ведения канала, я ходила в походы. Но я ходила попроще, цели были попроще, наверное. А когда ты еще снимаешь фильм, ты начинаешь за собой наблюдать как бы со стороны, и ты уже начинаешь продумывать сцены, продумывать моменты, продумывать, как это снять. Где-то еду более сложную берешь, хотя когда сами мы там ходили, абы что, абы как, съели. В общем, походы даже с тем, что когда ты снимаешь, походы становятся интереснее, потому что ты ставишь себе цели. А когда вроде как для себя ходишь, даже целей таких не ставишь, идешь как-то просто. Просто идешь, просто что-то простое ешь. Ну, когда в твоих руках камера, ты хочешь более жадно зафиксировать красоту. Потому что памятью ты ее так все равно не фиксируешь. А вот с помощью камеры ты ее реально фиксируешь. Ты как будто эту драгоценность берешь и в личный сундучок складываешь. Вот видите, у кого какой сбор драгоценностей. У меня такой сбор драгоценностей. Мне хочется вот эти красоты, вот как сегодня пурга, метель, домик, свет в окошке, и снег этот сыпет. Для меня это вот драгоценность, и мне ее хочется в сундучок сложить. И вот видеокамера, она позволяет эти драгоценности собирать и в сундучок складывать. То есть люблю я сокровища собирать. В детстве даже такой момент, я помню, выкапывали в земле ямочку, туда стеклышки какие-то, бусинки, а сверху прозрачным стеклом накрываешь и смотришь на это, и такое сокровище, так это казалось красиво, так это здорово, прям твое сокровище. И вот сейчас я вот эти сокровища собираю, только у меня видеомоменты, какая-то красота, там рассвет, туман, пурга. Очень мне нравится, как выглядит, вот, допустим, эта избушка, как со стороны выглядит во время пурги. Она более вообще такая уютная, более такая вот, как бы это сказать, добрая, сказочная. Также мне нравится гамак в лесу снимать, там палаточку. То есть любой лагерь, место, в котором я нахожусь на природе, мне хочется зафиксировать, снять на видео. Как-то найти ракурс более удачный, там присесть, встать выше, там, если солнце, там закат на закате, там река. И чтобы вот эти моменты я коллекционирую. И у меня такая некоторая жадность до этого. Мне хочется это коллекционировать, собирать эти моменты. И складывать в сундучок. Ну, сундучки сейчас современные. Это винчестера, винт. Уже много винчестеров у нас там забито просто фото, видео. Есть очень-очень древние фото. И, кстати, недавно я смотрела там фото древние, выбирая для Бусти что-то достойное, и понимала, насколько же мы ужасно раньше снимали. Мы просто снимали вот абы как и абы что. Камень, ветка, не пойми как, не пойми под каким углом, не пойми что. То есть редко-редко какой кадр действительно интересный и какой-то красивый, удачный. Сейчас, конечно, полностью другой подход к съемкам. Сейчас выбираешь ракурс, смотришь. Прежде чем снять, ты смотришь, как это красиво, через объектив. Ага, вот так вот, сдвигаешь там камеру, ага, вот под таким углом, вот так выровнять горизонте. Ну, то есть уже стараюсь. Это еще огромнейший плюс занятий видеоблогингом. Это то, что ты развиваешься постоянно. Твое видение мира даже развивается. Твое видение красоты развивается. Как же ветер завывает, как же мне это нравится. Как это здорово. Ветер, метель. Я бы как-то одновременно хотела бы быть и там сейчас, и здесь. Но дверь довольно сложно открывать, и не получается туда-сюда постоянно носиться. Поэтому я выхожу, как бы фотосессию делаю и захожу. Ну что, достаточно тепло, не жарко, тепло. Но, ребята, на улице мороз и ветер. Приличный мороз и приличный ветер. Печку, опять же, я полную не набивала. Там несколько бревен, они горят. И достаточно комфортно. В спальниках, думаю, будет вообще замечательно. Я считаю результат
Очень даже классный. Ну, наверное, все. На этом спокойной ночи всем. Ложусь спать. Ну-ка, посмотрю фильм какой-нибудь и спадки. Сейчас залезу в спальничек. Так, ну все, спокойной ночи. Жаль, нету пульта от света. Еще б свет выключать пультом бы. Или голосовой командой. Ой, доброе утро, друзья. Да, мыша всю ночь бегала. Но в изголовье нигде у меня не бегала. Вот тут по балкам везде бегает. И сейчас бегает он там. Еду спрятала в умывальник. Ой, никакие корзинки, это все ничего не спасает. Принесу потом кастрюлю. Спалось очень тепло. Но вот так вот. Шапку одела. Эту кофту одела. Вернее, рубашку. Печку. Сейчас сколько там времени? Так, время. О, 10 час. Вот это да. А печку я последний раз подкидывала в 5 утра. В 5 утра. То есть 4 часа назад. Ой. Все надо вставать. Печку смотреть, что там она. Не мерзла. Прям хорошо спалось. Ну как спалось? На самом деле заснула, наверное, ближе к 2 ночи. Вот это до 5 утра поспала. Проснулась в 5. И что-то бессонница меня поймала. И не спала потом, наверное, до начала там, до 6:30, там, не знаю, где-то там. То есть в 6 точно не спала. И потом еще не спала. Книжку слушала. И вот потом только под утро вот это, ближе к 7, к 8 там где-то заснула. Так. Штаны свои ватные засунула в спальник, в них ступни прятала. У меня вечно стопы мерзнут. Почему-то вот у меня стопы это вообще. А так нормально. Что надо? Печку делать, прежде всего печку. Потом все остальное. И мышь гонять. Это видишь? В этот раз более мощный пауэрбанк взяла. Гирляндочка светится до сих пор. Всю ночь светилась. Так. Штанишки хорошо. Но эта мышь, правда, она более такая какая-то спокойная. Именно тут вот не бегала в изголовье, под головой не бегала. И то спасибо. И явно мышка живет где-то вот именно в районе крыши. Потому что все время там бегает.
Вверху, вверху, вверху. Так, ну все. Доброе утро всем. Шапку пока не буду снимать, что у меня вообще она... Так, что у нас тут? А где мои очки? Очки. Живая тут печка вообще. О! Ну, знаете, еле-еле что-то светится. Есть шансы, что я это как-то так мелкими дровишками восстановлю. Ну вот, более 4 часов. Сейчас более мелких возьму. Так. Вот тут маленькие. Открыть зольник. На ночь я его почти закрыла. Так, что у нас там? Какая у нас там красота? Метель же была. Угу. О, сосули наросли. И такие темные. Ух ты, а что они такие темные? Сосули, снега, меня замело. Печка, конечно, на данный момент практически жара не дает, еле-еле. И тепло идет. Да, еле-еле. Да. Ну давай, разграйся. Семки перевешивала. Думала, может, не сразу их найдет. Да, нашла их сразу. Но я пакет завязала вот так, закрутила, и она сюда не смогла пробраться. Да, не смогла. Так и не прогрызла. Хотя я видела, она по нему бегала. О, тут даже такой типа морозец на окне. Вообще засыпало меня. Ух ты. Вот это да. Вот это да. Видите, такие сосули коричневые. Интересно. Какую-то грязь смыли с крыши. И снега. Все засыпано снегом. Прям замело. Заборчик мой замело. Вчера же мело. Вот замело. Ну все, печка разгорается. Чайник я поставила. Греться. Буду завтрак готовить. Правда, думала, более сложное блюдо приготовить. А сейчас что-то думаю, нет, более простое. Просто подогрею там. Кое-что у меня готовое есть. Попью. Да, сюда надо коврик, потому что вот тут все я шевелюсь, и вся эта осока осыпается, сухая. Она ломается и обсыпается. Поэтому надо сюда что-то, какой-то паласик, коврик купить, найти из старого, придумать. Кстати, сны снились что-то, но... Не помню толком не помню. Что-то было. Что? Что, уходим на улицу, слышу, как там синицы дербанят еду. Ого. Да, бурое такое.
Пока снимала птичек, в домике потеплело. А так, конечно, под утро тут довольно прохладно было. Вернее, стало. Так, теперь можно и шапку снять. О, чайник уже шуметь начинает. Так, сколько там времени уже? 9:48. Чесаться, привести себя в порядок, умыться. На улице солнце, мороз. Сегодня никакой метели нет. Сегодня тихо, полный штиль. И что меня особенно радует, это водяной петушок в заводе. И что радует, я вот сколько хожу, я его постоянно там замечаю. То есть он там прописался. Это классно. Все-таки завод не остается без живности. Кто-то в ней, да, живет. Это здорово. А волосы наэлектризовались. Это ужас. Они просто разлетаются. Надо будет намочить их немножечко. Это кошмар, что творится. В общем, корзина не прокат. Надо принести какую-нибудь старую кастрюлю. И вот в нее-то я и буду прятать еду. Потому что все эти подвесы это не вариант. Для мыши все это хайвей. Ой, тут же у меня еда. Добавим теплой водички. Чайник уже закипает. Ой, молодец ты, мой чайничек. Как ты быстро закипаешь. Прелесть просто. О! Волосы пригладить. Так, у меня есть 2 кусочка вареного мяса. И сейчас я все это подогрею. Мясо лежало у двери, оно, скорее всего, замерзло. Ничего. Вообще, да, открою. Сковородочка. В нее немножко кипящей водички. О, моль проснулась. Или жук какой-то. Прикол. Жизнь в избе. Итак, у меня есть вареное мясо. Да нет, нормально. Не замерзшее, мягенькое. Будет белковый завтрак. Мясо, яйцо, которое практически замерзло. О, чайник опять закипел. Да что ж ты так быстро закипаешь? Говорит, я не буду посолить все это дело. В принципе, быстро тепло возвращается. Ну как, в течение получаса вот она погорела, печка, и стало тепло. Телефончик. Аромат. О, сейчас мы это все блюдо еще украсим сыром. Вот на печку ты, конечно, зря падаешь. Теперь будет на печи вонять. Пожарился на печи кусочек сыра. Яйцо с курочкой, с сыром. Всем приятного аппетита. Простой и очень вкусный завтрак.
Просто очень вкусный. Зефирки. Как же классно. Фу, снег. Фу. Погреться. О, как хорошо. Чайничек. Главное, обсыпаться не холодно тело, а вот пальцы вообще коченеют, конечно. Ой. Ой. Что мне расстегивать? Ой. Хорошо. Хорошо. Бодрое утро. Вкусно поесть, обсыпаться снегом, понаблюдать за птичками, за красотой. Птушок радует. Вообще, кайф. Ну все, одеваться и собираться. Ну, кстати, до завтрака, у меня была мысль сегодня пообтираться снегом, но до завтрака не хотелось. Думаю, не, поем, потом пойду спа-процедуры делать. Попить кипяточку. Я обтрусила, снег налип. О, птичка пролетела. Это мой телевизор. Окно в природу. Телеканал «Окно в природу». Ветер снова поднимается. Но по прогнозу сегодня уже снег не будет идти. Это вот вчера метель была и все. Но насыпало прилично. Хорошо насыпало. И теперь, если прогноз верен, неделю морозов, минус 22 обещается. А сегодня минус 15 должно было быть. Но я не знаю. Я не мерила. О, хорошо, до сих пор по спине такое приятное ощущение от снежка. Ой, как же хорошо на улице. Сейчас пойду раскопаю фотоловушку, заберу ее домой. Посмотрю. Ее засыпала по самую макушку, вообще полностью засыпала. Конечно, она ничего не снимала. Ну, может, успела что-то снять до того, как ее засыпала. Надеюсь, что-то успела. Этой ночью ни лисы, ни шакалы не приходили. Никто не приходил. И даже мыша перемещалась очень тихо. Я ее не слышала, я спала. Иногда просто глаза открывала. Ну, как спала, дремала вот это. Книжки слушала. Иногда глаза открывала, она тут по балке тюнь, туда-сюда носится. Но одну мышу видела. Я и семечек насыпала там вот рядом с камином. Насыпала жменьку семечек. Слушала книжку там, наверное, меньше часа. Поднимаюсь, смотрю, ни одной семечки. Быстро все нашла, все унесла, обработала. Я даже не заметила. Конечно, лучше тут и сверху по матрасу бегать без проблем будет. Но все-таки, когда он развернут, площадь поражения больше. Так все-таки меньше. А так, да, не спрятаться от мышей.
А уничтожать мне их неохота. Это же придется... Они же будут новые и новые приходить. Это не то, что тут одна мышка живет. Одних уничтожу, другие придут. Место-то природное, что? Мышей тут валом. По-любому кто-то да придет. А думаю, которая мышь тут живет, по идее, она других не пускает. Я ее убью, другие придут. Ну, в общем, это так. Путь убийства сплошного. Ну все, печку я притушила. Сейчас пойду фотоловушку забирать.